Доброй ночи, пацаны, девчонки, клиенты и просто люди, которым интересен мой канал, интересен мой контент. Меня зовут Георгий Викторович. Очень рад вас видеть, если вы только впервые на моем YouTube канале. Не забываем подписываться, ставить колокольчик, палец вверх. Сегодня мы пообщаемся с одним из моих клиентов, который расскажет о своей истории, как он ко мне обратился, имеет ли смысл работать со мной, как он оценивает работу со мной. Этот клиент, буквально мы только-только недавно закончили с ним работать. Я помогал этому человеку, и он сейчас расскажет примерно свою историю, как что происходило, всю ситуацию, ну и вообще, понравилось, не понравилось, какой он урок, скажем так, из этого всего получил. Был ли смысл тратить деньги на меня и какой результат он получил. Ну, поехали! Доброй ночи, тебя сейчас записывают. Я понимаю, что ты уже спишь и видишь третий или четвертый сон. Я бы хотел, чтобы ты рассказал подробно свою историю, как ты ко мне обратился, что ты получил, что ты не получил. Как ты считаешь, имеет ли смысл работать со мной? Чем я тебе помог, чем не помог? К чему привело общение и работа со мной? Что ты хочешь пожелать клиентам, которые хотят ко мне обратиться? Как ты думаешь, как ты оцениваешь мою работу? И вкратце рассказать свою историю, что ты получил в результате. Рассказывай, представляйся. Я понял. Ну, я вкратце расскажу. Ну, я скажу не свое имя. Меня зовут, грубо говоря, Сергей. Вот, и история у меня была такая. Я встречался с женщиной. Вот, у нас было все хорошо, замечательно, мы поженились, она потом стала моей женой. Вот. Все было до поры до времени, все хорошо. Ну, в принципе, как и у всех, наверное, это банально. Вот. Но потом все стало рушиться в моей семье. Вот. Мы развелись. Затем мы продолжали встречаться, и потом, ну, она возвращалась, но в итоге ничего хорошего не происходило. Я очень любил, я очень хотел вернуть ее, не знаю, какими способами. Я готов был и душу дьяволу там продать, и все такое, не знал, что делать. Пытался своими там какими-то способами психологов. Ну, все это было бесполезно. Искал, много кому и чего обращался. Вот. Но никто мне не помог. В итоге я просто как-то в Ютубе увидел просто Георгия. Вот, и посмотрел его работу, посмотрел вообще там все там и так далее. Я думаю, ну, а почему бы и нет? Чем черт не шутит? Если я уже готов душу дьяволу продать, почему бы и нет? И почему-то Георгий вот именно заинтересовал своими видео, потому что никто так не выкладывает, никто так не делает. И я решил обратиться. Думаю, пусть будет то, что будет. И я хочу сказать одно. Это я первый раз обратился только к Георгию. Он мне ее вернул. Реально вернул. Я был в шоке. Но я потом потерял ее вновь, потому что приворот это не то, что люди думают, что она вернется и на всю жизнь. Нужно изменить самого себя или саму себя.
Неважно, кто это, женщина или мужчина. Иначе не будет ничего. А с работой с Георгием на все это протяжении времени я много чего понял. Но дело в том, что я хочу сказать так. Георгий мне вернул ее. Но я-то себя не изменил. Она ушла от меня. Он мне ее опять вернул. И она опять ушла от меня. И я опять же обратился к Георгию. А в другом случае я его просто не послушал и делал то, что я желал. И поэтому у меня получилось так, что я накосячил. Вот, и у меня получилось, не результат. Но в дальнейшем случае я понимаю, что не стоит. Не стоит. Считаю так. Если вы не готовы действительно ни к чему, не готовы прислушиваться, не готовы действовать и делать так, как вам говорят, то вы потерпите полное фиаско. Вот это я говорю вам как клиент, который действительно это потерпел. Но нужно действительно подумать очень хорошо своей головой. Надо вам оно, не надо. Потому что сегодня вы хотите, а завтра можете совершенно хотеть другого. И не стоит, наверное, насильно навязывать. Если вы не можете дать тому человеку то, чего он хочет, тогда это не ваш человек. И не нужно насильно навязывать. Люди достойны своей жизни. Они хотят любить и быть любимыми. Если у вас дети, если у вас семья, да, возможно, почему бы и нет, я не считаю, что воспользоваться услугами мага, грубо говоря, колдуна, это круто. Но нужно подумать 10 тысяч раз, нужно ли это или нет. Что я скажу про Георгия, это действительно великий человек. Он большой человек, он огромнейший. И я попадал очень много и на деньги там, которые развод. И все это было безумно как-то неприятно. И я даже, обратившись к Георгию, я тоже думал, что все это будет ерунда и так далее. Но я все-таки верил. Но со временем я Георгия знаю уже, наверное, год. Даже больше. Даже больше. И с этим временем я действительно понял, что это за человек и какой он. Он мне помогал не только в магии, он мне помогал и психологически, хотя... Но он как друг. Этот человек, он потрясающий. Я не хочу юлить, не кривить душой. Я действительно с ним менялся. И я очень сильно изменился. И для меня это... это шедевр, что ли, я не знаю. Хотя в моей жизни это редкость такая, чтобы я там как-то пытался меняться. Но нет, с общением с Георгием я действительно начал меняться.
Я не знаю, как он это делает. Честно, честно, не знаю, как он это делает. Но он действительно дает как-то стимул мозгу головному, что, блин, но если ты не тот, то, блин, тебе нужно меняться. А если ты не меняешься, то у тебя будет одно и то же. Все одно и то же будет. Ну, в общем, как-то так. И единственное, что хочу сказать всем будущим клиентам, не повторяйте моих ошибок, слушайте просто Георгия, что он говорит, и у вас все получится, у вас все будет, вы добьетесь и получите тот результат, который вы хотите. Я добился первый раз, я просто все... Ну, а можно ругаться? Я не Да. знаю. Ну, вот аккуратно. Я просто обосрал, как говорится, вот всю работу Георгия, и я решил сделать по-своему, потому что я не выдержал. Ну, вот. И, в общем-то, я не получил результата второй раз. Но оно и к лучшему, наверное, потому что мы с Георгием год работаем, и все было вообще замечательно, великолепно. Тут я просто решил сделать по-своему. И я не добился результата, но я понял другое. Мне не нужен был этот результат, оказывается. Мне нужно было другое. Мне нужно было просто понять и разобраться в себе. Я понимаю всех, кто любит. Они сегодня любят, завтра нет. Любовь любую можно убить за месяц, по большому счету. Но если есть за что бороться, боритесь. Я боролся, но у меня не получилось в том плане. Ну, видимо, просто не нужно это, вот и все. Первый раз получилось, второй раз получилось, на третий раз, не надо, значит. И тем более я все сам там разрушил. Значит, просто не надо. Просто не надо. Слушайте Георгия, на самом деле, то, что он говорит, и все будет замечательно. Все будет просто великолепно. Даже если вы потом поймете как-то каким-то образом, что вам это не нужно, вы все равно приобретете то, что надо. Скажи мне, пожалуйста, ты жалеешь о том, что ты обратился ко мне и заплатил денег? Ни в коем случае. О деньгах я точно не жалею. Вот. Я не жалею вообще, в принципе, ни о чем. Не жалею, что обратился к тебе. Угу. Потому что я получил очень много чего взамен. И это больше, чем деньги. Для меня. По крайней мере, для меня. Это больше, чем деньги. Я, во-первых, получил большой опыт. Я получил огромные, колоссальные другие мысли, и мне это поправило мозг очень сильно. Я рад. Я действительно рад. У меня сейчас другая жизнь. Она потрясающая. Изначально я вот к тебе обратился, я был разбит полностью, вообще просто был разбит полностью. Я не мог себя собрать, я пытался себя собирать там по каким-то кусочкам или еще там как-то. Но со временем, да, мне было это тяжело, мне было сложно. Георгию со мной было тоже очень тяжело работать. Но он меня не бросил, он не бросал меня ни грамма, никогда не бросал.
Ты уж меня прости, дружище, что я потрепал тебе нервы. Вот, это нецелесообразно так все было. Вот, я не хотел, честно. Вот, просто. Как, как выглядит твоя жизнь, когда ты ко мне обратился, и как она выглядит сейчас? И что ты понял? Что тебе это дало? Когда я обратился к тебе, моя жизнь, она была пустой. Я хотел вернуть женщину, свою жену. Она пустой была, моя жизнь, без нее. И я очень много чего прошел. Как ты мне не говорил, я пытался все делать так, как ты говоришь, но у меня мало чего получалось. Но с твоей поддержкой я много чего достиг. Сейчас моя жизнь выглядит, она стала насыщенной. Я действительно понял, что раз 600 раз не получилось получить то, что надо, и я решил просто отпустить свою женщину. Пускай она будет счастлива. И я тоже буду счастлив. Женщин и мужчин очень много. Да. У нас в городе, в стране, я не знаю, там на всем земном шаре. У нас миллиарды людей. Мы можем найти себе того, кого нам нужно. И сейчас моя жизнь, она здоровская, мне нравится. Это лучше, чем было. А получилось бы прийти к этому, если бы ты не встретил меня? Я думаю, что нет. Нет, не получилось бы. Ты бы понял все то, что я тебе пытался объяснить? Нет, я вообще И изменить не понял тебе. бы, на самом деле. Я бы совершал бы те же самые ошибки, которые я совершал и в предыдущих отношениях и так далее. У меня были действительно очень много было ошибок, а ты мне подсказал, помог, с чем надо работать, как надо работать, и как нужно изменить себя, куда нужно действительно направлять свои все вот эти вот возможности и так далее. И это замечательно. Нет, я думаю, нет. Если бы я не обратился бы, наверное, к тебе, я бы так и не понял, я бы, наверное, и совершал бы эти ошибки из раза в раз. Угу. Вот, я безумно доволен. Я могу сказать одно, то что ты мне очень много раз помог. Но это моя вина, то, что я не удержал их. Это моя вина. Раз не удержал, значит дело во мне, не в ней. Ни в коем случае. Во мне вина. Я не тот человек. Но это работает. Это реально работает. И я вот сейчас говорю с таким восторгом. Я раньше не верил вообще во всю эту ерунду там. И даже подумать не мог, что действительно такие есть чудеса. Но они есть. Но только нужно действительно измениться самому. Это не волшебная палочка, это не Гарри Поттер какой-то там, и это не такие фильмы. Здесь просто шанс еще на будущее. И он дается. И его дает Георгий. Ты даешь, братик. Спасибо. Очень приятно тебя слышать. Да, мне тоже приятно тебя слышать. Ты уж прости меня, что последний раз я подвел тебя. Наверное, это было к лучшему. Ты пришел к лучшему себя. Да, безусловно.
Ты много увидел, много понял. Я с тобой возился как с ребенком. Так а я такой и был. Ну да. Вот. Я желаю тебе счастья, спокойной ночи. Это какого? Подписывайтесь, колокольчик, лайк, задавайте вопросы. Это реальный человек, это реальная жизнь, это все не выдумки. Я реально сейчас разговариваю с человеком. Задавайте вопросы. Всего хорошего, до свидания. Спасибо большое, друг, до свидания.